Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник – политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, Руслан! Здравствуйте, Максим. Приветствую вас и наших уважаемых зрителей. Руслан, закат Германии. Америка пустил локомотив Европы под откос. Голубой вагон из Франции летит туда же. На чьей газовой игле сейчас Германия? США или Россия? Ну, конечно, сейчас она уже на американской игле. Мы можем только поздравить наших немецких соседей по Европе тем, что они боролись с российским страшным газом. В итоге эту зависимость победили и сели совершенно четко на другую иглу под названием американский сжиженный природный газ. С этим их можно только поздравить. Я напомню, что как только были взорваны северные потоки, как только Германия объявила, что она не будет, значит, ни капли брать российского газа, там были очень серьезные телодвижения. Тогдашний канцлер, пока еще нынешний канцлер Германии Шольц, он ездил, значит, в коленопреклоненной позе, ползал по столице Катара, городу Дохе, очень сильно выпрашивал газ, но в результате получилась очень забавная история, связанная с тем, что катарцы, конечно, какую-то небольшую талику там газа выделили, но при этом он шел все равно через американские корпорации. Теперь давайте попробуем в эту историю залезть немножко поглубже. Дело все в том, что основной проблемой как Германии, ну, коли уж мы ее взяли на рассмотрение, так и всей Европы является то, что у этой страны, как у всего этого континента, нету субъектности. Если она и есть, она просто стремится к максимально малым величинам. Это очень большая проблема, потому что вы не владеете собой, вы не владеете своей политикой, вы вынуждены исполнять приказы, которые к вам поступают из-за рубежа. Если говорить по самой Германии, для наших зрителей это является не секретом. Германия страна с 1945 года оккупированная. До 1990 года, до объединения двух Германий, была оккупирована Федеративная Республика Германия в тогдашних ее границах. Потом эта оккупация распространилась на территорию бывшей ГДР. Что означает оккупация? Это расположение американских военных баз, которые немцы не могут убрать ни под каким соусом. Это фактически отсутствие у Германии собственной армии, что подтверждается целым рядом интервью, которые дают высокопоставленные немецкие бюрократы, которые сообщают о том, что у нас просто банально нечем и неким воевать. И когда у вас нет вот политической субъектности, вы становитесь еще и в очень серьезную экономическую зависимость. За последние годы, за последние десятилетия, я бы даже сказал, Германия постепенно действительно превратилась, вы правильно в вопросе обозначили, в локомотив европейской экономики. Многие говорили в период канцлерства госпожи Меркель, что это фактически Четвертый Рейх был построен такой экономический. Но за счет чего? За счет чего Германия могла так сильно расцветать? Да за счет того, что у нее, кроме того, что действительно хорошие предприятия, работоспособный народ, это все надо признавать, это все есть. Но прежде всего это были дешевые ресурсы, на которых Германия могла совершенно спокойно подниматься, расти, контролировать экономику всей Европы. Сейчас времена изменились. Времена изменились, наступает новый передел, новый мировой передел. И здесь Европа выступает, скажем так, Европа участвует, присутствует за столом переговоров, точнее не за столом, она на столе потихонечку начинает присутствовать. Потому что Соединенным Штатам сегодня для спасения собственной экономики нужно максимально уничтожить европейскую экономику. И идет процесс такой очень серьезной дойки этого континента, экономической дойки этого континента. Последние решения, которые принимались, собственно говоря, Соединенными Штатами, в том числе в адрес стран Евросоюза, это подтверждают. Союзники очень сильно всех любим, но несколько условий, которые поступают от американцев в адрес Германии и в адрес всей Европы в целом. Первое, что необходимо от европейцев, это, ребятки, вы должны 5% своего ВВП отдавать на оборону. Читай, финансировать американский военно-промышленный комплекс. Это первое. Второе. Сейчас введены новые тарифы, новые таможенные пошлины для европейских товаров. Друзья,
у нас с вами была очень хорошая торговля, говорят американцы. Вы неплохо зарабатывали, теперь этими деньгами нужно серьезным образом делиться. Надо сделать все возможное, чтобы вы выровняли наш торговый баланс с вами. Для этого вы должны приобретать американские товары. Оружие можете покупать, пожалуйста. Что еще вы можете покупать? Американские товары. Закупайте все, что производит США. Там, правда, немного чего производит уже, но тем не менее. И третий элемент. Пожалуйста, у нас есть энергоносители. Причем, в отличие от кровавого российского газа, или как там это все обзывали, у нас вот молекулы свободы. Вот молекулы свободы приобретайте в любых количествах, которые только можно. Если США не в состоянии это обеспечивать, вы должны все равно отдавать какую-то денежку за посредничество американских корпораций по получению, например, того же газа с Аравийского полуострова. Или вот еще один пример, который сегодня присутствует, и его активно медиа разгоняют, это тема с предложением американского бизнесмена господина Линча по приобретению северных потоков. Давайте США это дело приобретут, вы будете покупать российский газ, но по бумагам это будет американский газ, это раз, а во-вторых, не забываем про маржу, которая будет поступать в бюджет Соединенных Штатов через налоги того же самого Линча. Вот и все. То есть Европа боролась за вот эту свою экономическую, энергетическую свободу. Мы много всего этого слушали с февраля 22 года. Ну вот сейчас мы просто видим результаты этой свободы. Условно говоря, у вас есть, извиняюсь за такое сравнение, наркоман, который просто поменял своего там драг-дилера. Напоминаю, что к наркотикам лучше вообще не прикасаться, это зло. Вот и все. Ребята поменяли дилера. И теперь они находятся в твердой уверенности, что они на какой-то там свободе. А, Вся эта свобода ограничивается, и мы видим, как она ограничена в их решениях. В их решениях. Каждый раз, когда им поступает какая-то очередное предложение от американцев, от которого они не могут отказаться в лучших традициях крестного отца, они ничего не делают в ответ. А что они могут сделать? Что они могут предпринять? Каким образом они будут бороться? Они в полной зависимости. Это я еще здесь, как говорится, не трогаю ключевой элемент. Это финансовая зависимость. Давайте не забывать, какое количество европейских корпораций, в том числе немецких корпораций, находится под контролем международного финансового капитала, который, собственно говоря, как правило, имеет американский корни. Это тоже зависимость. Это тоже зависимость. Еще один элемент – это через ослабление вот этих энергопоставок, которые они предприняли, через самоубийство энергетическое. Они фактически начали добивать собственную промышленность. Последнее, что у них было. Последнее, через что они могли хоть как-то влиять на международные отношения, на мировую экономику. Сегодня эти предприятия с огромным удовольствием перебираются в другие страны. Сегодня эти предприятия с большим удовольствием переезжают работать в Китай, в те же Соединенные Штаты, благо Трамп через тарифы стимулирует это делать. Перебираются даже в Турцию, которая, в отличие от Европы, с ума не сошла и энергетические свои контракты с Россией никоим образом не отменяла, с удовольствием сидит и получает российские энергоресурсы и очень этим делом довольна. Предприятия начинают перебираться вот в эти регионы. И Европа тем самым сама себя, свою вот эту внешнеполитическую субъектность, она ее добивает и будет добивать. Это проблема оккупированных стран. Потому что мы с вами проговорили один элемент. Это элемент, связанный с военной оккупацией. Там есть политическая оккупация. Вот эти политические партии, которые в Германии там меняются, все с большим интересом смотрят, как там христианские демократы победили социал-демократов и так далее. Слушайте, на самом деле это одна и та же партия, просто это ее разные крылья. Кто стоит за всеми этими партиями? Понятное дело, кто стоит. Международный финансовый капитал. Международный финансовый капитал, который совершенно спокойно воспринимает и Германию, и Европу просто как место экономической дойки. Вот и все. Надо доить эти территории, надо эти территории забирать, держать их под контролем и получать с этого ренту. Как там что будет работать? Вопрос 39. Соответственно, из этого мы видим вот этот режим
абсолютного контроля за этими странами. Ну и последний слон в этой посудной лавке, от которого мы тут немножко, так сказать, пока обходили вниманием, это, конечно, конфликт на Украине. Потому что это блестящий совершенно катализатор, который используется Соединенными Штатами для того, чтобы интенсифицировать эту историю с этим получением всей необходимой ренты. Как это работает? Да очень просто. Те же самые политиканы немецкие выходят со всех концов, разные у них там взгляды. Я такие сделаю налоги, я сякие сделаю налоги, я такие дороги в Баварии проложу. А по ключевому вопросу полное взаимопонимание. Да, мы будем там до последнего, сначала до последнего украинца, если надо, до последнего поляка, немца. Мы будем вот стоять на украинском фронте. А в чем идея-то? Очень просто. Пока этот конфликт существует, Европа истончает свой военный потенциал, Европа истончает свой экономический потенциал, Европа, собственно говоря, в этой ситуации полностью становится несубъектной. И сейчас вот, когда начались там первые попытки, по крайней мере, переговоров между Соединенными Штатами и Россией, там уж чем они закончатся, вопрос другой, но Европа, видите, она вот, мы тоже хотим за стол. Но в американском меню уже давно обозначено, что Европа на столе. Это одно из блюд. Европейцы, по-моему, этого пока еще до конца не понимают. Вот и все. Мы можем посоветовать европейцам просто дальше разрушать свою энергетику, дальше разрушать через это свою экономику. Понимаете, но решения принимаются совершенно идиотически. Отказались от российского газа. Хорошо, вас все не устраивает, вы перешли на американский, платите в 3 раза больше. Окей. А зачем надо было останавливать атомные электростанции? Ради чего? Зеленая повестка? Ну так это вброс обыкновенный. По итогу чего у вас просто энергетика дорожает и все. Какой резон? Я понимаю, там закрытие угольных там энергогенераций. Это можно понять с точки зрения зеленой повестки. Атомная это там чего? Там через что? Какие там выбросы-то дают? Все рассказывают про Фукусиму. Но по Фукусиме больше вопросов, честно говоря, чем ответов, что там на самом деле происходит. Сейчас не хочется просто в эту теорию, так сказать, заговоров там заходить, но есть в том числе гипотеза, что, знаете, там вообще все не просто так это случилось. Вот. Поэтому происходит и разрушение фактически того Четвертого Рейха, которое строила Ангела Меркель. Она надеялась, что между стройками она как-то эту ситуацию сумеет преодолеть. Это не получилось. Этого не будет. Какие варианты для Германии? Да особо никаких, честно говоря. Особо никаких. Потому что сейчас относительно, я подчеркиваю слово относительно, альтернативный вариант, это, извините за тавтологию, альтернатива для Германии, но вот последние новости партию, видимо, будут запрещать. Во Франции Марин Ле Пен уже не может избираться, при всем моем, так сказать, сложном отношении к этой мадам, но тем не менее, сам факт. Партия, которая стабильно входит в тройку, иногда в двойку самых сильных политических партий страны. Вот, пожалуйста, такая демократия, так это работает. Как еще Германия может из этой ситуации выйти? Да никак. Ну, предположим, немцы взяли, там сказать, подняли свои штандарты и говорят, все, мы разрываем с американцами тарифы, Трамп плохой и так далее, мы будем снова возрождать энергетическое взаимодействие с Россией. Ну и что? У нас где гарантии, что северные потоки снова не взорвутся? Что там нам рассказывали? Какие-то на яхте, какие-то украинские там 3 человека приплыли, что-то взорвали. Кто-то еще верит во всю эту, так сказать, во все эти газетные утки. Поэтому в чудовищном положении находится Европа. Я не хочу здесь говорить, что там, что называется, все там все рухнуло и так далее, но то, что ребята активно шагают в сторону заката, становится реально, вот, что называется, просто видим. Потому что какие варианты-то дальше? Какие варианты? Как из этой ситуации выходить? Руслан, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Подписывайтесь на Геополитбюро. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты нашего проекта, чтобы вы и дальше могли наблюдать нас в любой соцсети, пока нет монетизации. Спасибо, до новых встреч.